Вера, а как в России назначают свидания? По-простому. Пишут в мессенджере «Привет, пойдем на кофе». Только кофе? Кофе, прогулка, кино. Главное– встретиться и поговорить. А как спросить вежливо? Можно так. Хочешь встретиться в субботу? Удобно в 5? А если человек стесняется? Тогда коротко. Давай на этой неделе. Когда тебе удобно? Где обычно встречаются? В кафе, в парке, возле метро. Почему возле метро? Легко найти друг друга. А кто выбирает место? Часто тот, кто приглашает. Но можно спросить, тебе окей вот это кафе? И если не окей, Тогда давай другое. Рядом, без шума. что говорят при встрече? Привет, рад видеть. И дальше? Как дела? Как неделя? Ты любишь кино или прогулки? О деньгах. Кто платит? По-разному. Классически платит приглашающий. Сейчас часто делят счет. Как сказать, что я заплачу? Я приглашал, я заплачу. А если хочу пополам? Давай пополам. Или разговорно. Скинемся? Это не грубо? Нет, если сказать спокойно и заранее. Главное– честно. А если другой человек хочет заплатить сам? Улыбнись и скажи, как тебе удобно. Спасибо. Нужно дарить цветы. Иногда один небольшой букет мило, но не обязательно. А подарки? На первое свидание лучше без дорогих подарков. О чем говорить? О хобби, учебе, работе, музее, фильме, планах. А о политике? Если вы оба хотите и уважаете мнение. И если стало скучно? Скажи честно, спасибо за вечер, я пойду домой. Коротко, но вежливо. Да, русская фраза «лучше спросить, чем молчать». Как понять, будет второе свидание? Если приятно, можно сказать сразу «давай увидимся еще». А если не уверен? Спасибо, я напишу позже. И правда напиши «да» или «нет». А про чувства? Как сказать, что я начинаю влюбляться? Просто и тихо. Кажется, я влюбляюсь. А если уже точно? Я влюбился, влюбилась. Но не спеши. Слушай сердце и уважай другого. Что надеть? Удобно и аккуратно. Есть пословица: встречают по одежке, провожают по уму. Значит, важно и одежда, и разговор? Именно так. А если нет денег на кафе? Предложи прогулку в парке, бесплатную выставку, каток со скидкой. И все равно можно поговорить. Конечно. Главное– внимание и уважение. Как прощаться? Спасибо за компанию. Было классно. И написать дома? Да, добрался, добралась. Спасибо за вечер. Еще раз, кто платит? Договор наше все. Скажи заранее. Я приглашаю, я заплачу. Или давай пополам. Понятно. И помни, разные люди, разные правила. Спрашивай и слушай. Повтори, пожалуйста, короткую формулу свидания. Привет, время, место, встреча, честный счет, спасибо, сообщение дома. Логично. И спокойно, без спешки, без давления. Значит, рецепт такой. Договоримся заранее, говорим честно, платим как удобно. Класс. Готов к практике. Удачи! И еще одна фраза. На вкус и цвет товарищей нет. У всех свой стиль. Вопрос на сегодня для зрителей есть? Есть. Отлично. А вы как предпочитаете? Я плачу или пополам? И почему?